Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы пройдемся по самым красивым станциям метро в мире. Задумайтесь на мгновение. Метро — это не просто транспорт, это настоящая подземная галерея искусства и архитектуры, где каждый элемент продуман до мелочей. В этом видео мы откроем для вас двери в удивительные пространства, которые из обычных станций метро умелые архитекторы превратили в настоящие шедевры. От ярких мозаик и витражей до футуристических инсталляций каждое место рассказывает свою историю. Мы отправимся в Стокгольм, Будапешт, Неаполь, Варшаву и другие крупные города, чтобы показать вам, как даже в самых привычных местах можно найти красоту и вдохновение. Эти станции не только соединяют точки на карте, но и являются неповторимыми достопримечательностями своих городов. Перед началом не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь поехали! Станция Т-Централен, Швеция. Станция находится в самом центре шведской столицы, на синей ветке стокгольмского метро, в месте, где пересекаются три линии. Т-Централен — не обычная станция, а настоящая подземная галерея, наполненная уникальными росписями и другими арт-объектами. Поскольку Т-Централен была вырублена в скале, ее своды имеют неправильную форму и не отделаны. Их оставили такими, какими их задумала природа, только покрыли жидким цементом. Арки и стены выкрашены в голубой цвет. Своды расписаны голубыми стилизированными изображениями веток с листьями. Настоящая лазурная сказка под землей. Станция, открытая в 1957 году, стала первой из серии станций метро с художественным наполнением. Однако нынешний вид она приобрела в 1975-м, когда художник Пер Олаф Ультвед нанес растительные орнаменты на белый фон пещерного потолка и стен. По его замыслу, взгляд на эти узоры заставляет пассажиров немного замедлиться и очистить сознание на этой многолюдной суете вокзала. Станция короля Абдалла, Саудовская Аравия. В 2013 году король Саудовской Аравии Абдалла своим личным распоряжением приказал построить в столице страны Эр-Рияде самую ультрасовременную и роскошную станцию метро в мире. Обязательным условием было отсутствие аналогов в мире. Ну что же, его выполнили. Станция площадью 45 тысяч квадратных метров построена с использованием набора принципов BIM-моделирования. Она служит пересадочным узлом между тремя новыми линиями метро. Функциональный транспортный хаб имеет 6 платформ для поездов метро и беспилотной монорельсовой дороги, двухуровневый подземный паркинг и общественные пространства. Основную часть станции возвели из мрамора, а стены украсили пластинами из золота. Общая композиция напоминает узоры, генерируемые пустынными ветрами в песчаных дюнах, где множественные частоты и повторения создают сложные природные образования. Станция короля Абдалла также впечатляет внутри. Это единственная станция из 85 станций города с подпольным охлаждением, который не дает горячему воздуху подниматься из земли. Для этого установили 7 маленьких трубок, проводящих охлажденную воду под полом всей зоны станции. Станция Толедо, Италия. Одна из самых красивых станций метро в мире находится в Неаполе. Расположена будто бы под небесными сводами, она напоминает арт-павильон. Мозаика, причудливо подсвеченная синими и серебряными оттенками, создает оптическую иллюзию, а эскалатор кажется тоннелем, ведущим прямо под облака. Вам может показаться, что вы находитесь либо на Северном полюсе, внутри снежной пещеры, с потолка которой стекают капли, либо на дне океана под толщей воды. Также поражает и глубина станции. Она опускается почти на 30 метров под землю, что является практически рекордом в мире. Необычный дизайн Толедо был разработан каталонским архитектором Оскаром Тускетосом Бланко и южноафриканским художником Уильямом Кентриджем. Станция была открыта в 2012 году, а в 2013 она уже удостоилась звания «Лучшее общественное здание года». Станция Ротхусет, Швеция. Еще одно место в шведской столице, которое заслуживает быть в списке Must Visit Place. Станция расположена на синей линии между Т-Централен и Фридхемсплан и была открыта 31 августа 1975 года. Главной особенностью станции Ротхусет является девственная горная порода тоннелей. На платформах оставили каменные своды, неровности и насыпи в том виде, в котором их создала природа. Их просто слегка отшлифовали, придав розовато-глиняный оттенок.
Для большей неординарности входы оформили с помощью гранита и алюминия, а также добавили композиции корзин и дров в стене и художественные элементы в виде ботинок, свисающих прямо с потолка. А неоновая подсветка делает это место более загадочным и, само собой, неповторимо красивым. Если отбросить в сторону все современные технические составляющие метро, то может сложиться впечатление, будто вы находитесь в доисторической пещере. Станция Алаиш, Португалия. Метро – настоящее достояние португальской столицы. Особого внимания заслуживает станция Алаиш. Она расположена в 4 километрах от центра Лиссабона на красной линии. Открытие станции Алаиш состоялось в рамках проведения международной выставки World Expo в 1998 году. Работой над проектом занимался местный архитектор Томас Тайвер, а также художники Руи Санчеса и Педро Калапеза. Получилось ярко, смело, креативно. Ржавые, слегка грубые, тонкие и скрепленные болтами балки выступают каркасной основой всех креплений, а над головой — легкие разноцветные подсвеченные пластины. И все они сияют, переливаются и выделяются на фоне ржавого железа. Кроме того, стены станции выложены традиционной португальской плиткой, которая украшала интерьеры церквей и дворов с XVI века. Сочетание ярких элементов и мощных металлических конструкций делает станцию в Лиссабоне настоящим произведением искусства. Станция Вест-Фридхоф, Германия. Это место словно телепортировалось из фильма ужасов или фантастики, захватывающее и вызывающее мурашки по коже. Однако сами местные жители сравнивают ее скорее с уютной комнатой с мягким освещением. Станция мюнхенского метро Вест-Фридхоф была открыта 24 мая 1998 года и не представляла из себя ничего выдающегося. Однако в 2001 году, благодаря немецкому дизайнеру Инго Мауреру, она преобразилась. На потолке Вест-Фридхоф закрепили 11 купольных ламп диаметром 3,8 метров. Изнутри их покрасили в красный, синий и желтый цвета. Также на потолке установили ультрафиолетовые лампы, которые отбрасывают на стены голубоватый отсвет. Стены туннеля были укреплены похожими на скалы конструкциями, которые дизайнеры решили оставить открытыми в качестве некой изюминки. Обработанные подсвеченные стены выглядят словно своды волшебной пещеры, а на западную часть платформы падает солнечный свет, создавая таким образом свет в конце тоннеля. Станция Арт-э-Метье, Франция. Это одна из немногих станций французского метрополитена, которая достойна особого внимания. Арт-э-Метье открыли еще в 1904 году в квартале Бобур, почти в самом центре Парижа. В 1994 году в связи с празднованием 200-летия Национального музея искусств и ремесел одноименная станция метро была полностью реконструирована. Работой руководил архитектор Франсуа Шуйтен. Арт-э-Метье приобрела вид подводной лодки «Наутилус» из произведения Жюля Верна. Свод станции обшили медными листами с большими заклепками. По периметру установили большие иллюминаторы с толстым стеклом, за которым выставлены экспонаты Музея искусств и ремесел. Под сводом по оси станции разместили большого диаметра шестерни, составляющие целые механизмы, готовые вот-вот включиться в работу и запустить мотор знаменитого Наутилуса. В целом, интерьер станции основан на эстетике старинных механизмов и в то же время воплощает футуристические представления. Станция Бульвар Формоза, Тайвань. Формоза-бульвар находится в Тайване в городе Гаосюн. Трехуровневая подземная станция была открыта в 2008 году в рамках подготовки ко Всемирным спортивным играм 2009 года. Эта станция-калейдоскоп впечатляет своей грандиозностью и красотой. Местные жители называют это произведение искусства куполом света. Здесь в центре холла расположен огромный 30-метровый купол, площадь которого достигает 660 квадратных метров. Огромный метровый витраж считается самой масштабной стеклянной работой мира. 30-метровое сооружение состоит из 4500 разноцветных стеклянных панелей. Его автор, Нарцисс Квальята, в мозаике из 1000 стекляшек изобразил 4 стихии, как историю человеческой жизни. Вода означает начало, земля — рост и процветание, огонь — силу разрушения и возрождения, свет — вдохновение на творчество. Это на самом деле впечатляет. Станция Площадь Святого Гиллерта, Венгрия. Станция Площадь Святого Гиллерта открылась в 2014 году и на сегодняшний день является самой глубокой станцией на линии М4. Она располагается под одноименной площадью и связывает два района столицы Венгрии – Буда и Пешт.
Оформлением станции занималось архитектурное бюро Spora Architects, специалисты которого решили сделать упор на современные тенденции и визуально превратить транспортный объект в современное общественное пространство. Дизайн получился запоминающимся и неповторимым. Стены и потолок станции облицованы мелкой плиткой разных цветов. Рисунок как бы закручивается по спирали, создавая ощущение движения. Подобное оформление является прямой отсылкой к расположенным по соседству историческим гостинице и купальням Геллерт, интерьеры которых также украшены мозаикой. Обратите внимание и на потолки станции. Они сделаны из перекрашенных железобетонных блоков и служат каркасом, который укрепляет и заменяет традиционные колонны. Такие потолки выглядят эффектно, напоминая архитектурный стиль брутализм. Станция «Новый Свет Университет», Польша. Станция метро «Новый Свет Университет» — одна из самых крутых станций в столице Польши, Варшаве. Стоя внизу, там, где поезд отправляется и прибывает, вы почувствуете, что покинули Землю и оказались на каком-то футуристическом космическом корабле. Станция была открыта 8 марта 2015 года в составе второй линии Варшавского метрополитена. Основная цветовая гамма оформления станции выполнена в фиолетовых тонах. Этот цвет отображается в подвесных потолках, скамейках и стенах станции, а также наземных павильонах-бабочках. В потолке над платформой размещены 9 круглых кессонообразных ниш, в которых установлены закарнизные светильники. Дополнительно на стенах есть современные графические узоры. Центральный зал украшен декоративными куполами, по периметру которых расположены точечные светильники. Разработкой дизайна занимался художник Войцех Фангор и архитектор Анджей Халжинский. Результат работы впечатляет. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте написать в комментариях, какую станцию метро из нашего видео вы хотели бы увидеть своими глазами. Или, возможно, вам уже посчастливилось побывать в одном из этих мест. Делитесь впечатлениями.